Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака зодиака на предстоящую неделю. Как видят развитие событий. И в нашем традиционном раскладе мы зададим традиционные вопросы. И первая у нас будет карта, как и вопрос, что важно знать. Что будет в приоритете для вашего знака зодиака на эту неделю? Чем придется заниматься или какие энергии? Итак, что вам важно знать? Чего не избежать или неожиданности этой недели? Чему сейчас не время, как видят карты? Или что вам может помешать? И что вам будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Смотрим энергетику. Энергия денег на этой неделе. Личная жизнь, как видят карты. Что же важно знать? Выбор. Причем тот выбор, который мог идти из-за того, что была какая-то пауза в вашей жизни. Вам нужно было с чем-то определяться, к примеру. А на этой неделе как меняется пространство, вроде как обстоятельства уплотняются. И нужно для себя выбрать, какой же мой приоритет. С одной стороны, это может быть и на этой неделе, когда вам придется какие-то свои методы пересматривать, вопрос как-то по-другому решать. Могут по этой карте быть и еще такие моменты, когда вы уже с чем-то определились тоже, и вдруг изменились обстоятельства. И самое главное, о чем нам говорит эта карта, чтобы не было иллюзий. Давайте посмотрим, что же за неожиданности. Прекрасная карта. Получение прибыли, получение денег, получение возможностей. Будьте мудры, нам сразу же говорят по этой карте. И это когда, в принципе, мы достигаем того, что мы хотим. Может быть, само по себе, как получение какого-либо гонорара, который вы долгое время ждали, и это как отправная точка отсчета, когда вы распланировали, куда же я буду тратить. Может быть, теперь вы будете определяться, как правильно вложить деньги или развитие своего бизнеса планировать на будущее. Для кого-то из вас решение материальных вопросов. Может быть, и банально у кого-то есть финансовая брешь, я этого тоже не исключаю, и вам нужно закрыть какие-то вопросы. Или подготовить какие-либо документы по вопросам финансов, или ну, у кого-то может и налоги. Тут может быть любая ситуация, которая в контексте финансов или денег. И тогда важно не замечтаться и сделать что-то, знаете, рационально правильно, то, что можно подсчитать, себя обезопасить. Не вот в контексте, опять же, чтобы не было иллюзий, чтобы мы себе не повредили. Когда выпадает девятка пентаклей, мы себе уверены всегда. И чтобы вот эта самоуверенность, прекрасное качество, не переросло в самонадеянность. Все же об иллюзорности семерка чаш нам тоже говорит. Но у вас сейчас прочная позиция, мои дорогие скорпионы. Чему сейчас не время собой рисковать? Не время кому-то, может быть, буквально угрожать судом или, может быть, есть конфликт, что я до тебя доберусь, или какую-то конфронтацию поддерживать. Не время думать, что у меня все по закону четко и понятно. Может быть, если мы говорим особенно про самоуверенность, есть смысл проверить свои финансовые документы, если вы ведете свое личное дело или бизнес. Для кого-то из вас, если вы ходите просто вот на работу в организацию, ну, к примеру, не время настаивать на своем при разговоре с руководителем. Вот я бы сказала так. В целом осложнить себе каким-то образом жизнь, чтобы в последующем остаться один на один с какой-то ситуацией, которую придется вам решать. Всегда аркан справедливость – это причина и следствие. Так вот, значит, не создайте причин для какого-то, ну, не совсем приятного следствия. Вот этому точно сейчас не время. То есть без оглядки действовать нельзя. Что же вам помогает? У кого-то буквально разобраться в вопросе и поехать куда-то.
Может быть, в другой местности вы получите и ответы на те вопросы, которые вас сейчас ставят в тупик. Для кого-то из вас могут проиграться еще ситуации по поводу наследства. И правда, нужно провести важное согласование. Или это согласование, кстати, по бумагам. По бумагам, которые имеют юридический вес такой серьезный именно для вас и на последующий как раз период. Или это будет что-то, опять же, по финансам. С другой стороны, вам помогает какой-то драйв. Может быть перемещение. Для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, может быть и отдых. И это вам помогает. Помогает отдохнуть и быть более ресурсным. Помогает отвлечься от каких-то, ну, может быть, ненужных мыслей. Или просто привести мысли в порядок. А карта-то нам еще о чем говорит? Ты не заглядывай в прошлое. Тут больше предполагается по этой карте, что мы отказываемся от прошлого. И освобождаем место для чего-то нового. По аркану колесница нас ждет успех. Успех завтрашний. Если мы с чем-то разберемся правильно сегодня. Поэтому, правда, будьте реалистами. Что скрыто? А вот более чем все серьезно то, что я сказала. Вроде бы и деньги есть. И ничего не предвещает. Но у вас два старших аркана. Справедливость и колесница. Колесница – это перемены, а справедливость, мы сказали, причина и следствие. И вот что скрыто – семерка мечей. Называют эту картой вора, но это еще карта хитрости, обмана. Или просто эта карта нас предупреждает о том, что мы какую-то ситуацию можем не видеть. А здесь конкретно нужно что-то просчитать. Узнать, как работает в отношении вас закон. Или не действовать опрометчиво, потому что вы думаете, что вы знаете, или вы уверены, что вы разбираетесь в каком-то вопросе. А тут лучше заручиться поддержкой юристов или собрать о конкретном человеке, организации, сведения. Что-то нужно делать, не основываясь на своих суждениях. Даже если вы профи, считаете себя профи, ну, в каком-то виде деятельности, а все равно, значит, есть какой-то нюанс, который может конкретно от нас ускользать. Семерка мечей в позиции, что скрыто, мы не видим какого-то подвоха, обмана, или мы не видим, кто что задумал против нас. И здесь с учетом аркана справедливость, как я уже сказала, если вы сдаете, к примеру, какую-то отчетность, мои дорогие, может быть, вы сдаете декларации, или, ну, есть у вас вот ряд вопросов, которые могут продолжаться в последующем. Перепроверьте все. Найдите уточняющую информацию или, как минимум, еще что-то просчитайте. Будьте внимательны, безусловно, к паролям аккаунтов, к электронным системам платежным, к своим сумочкам, к своим деньгам, к своему движимому и недвижимому имуществу. Здесь именно что-то не прошляпить для вас важно. Я думаю, вы люди интуитивные, мои дорогие скорпионы, и, значит, вы сумеете просчитать какую-то правильную свою траекторию движения. Дела, работа, бизнес. И нам снова говорят, что вы получаете итог. Девятка пентаклей – это ведь по максимуму итог. Или если мы говорим про деньги, это могут быть очень крупная сумма денег, которую вы можете получить буквально. Или это могут быть какие-то подвижки на работе, как предложение новой должности, или возможность ее сама по себе получить. Или решить какие-то вопросы еще, которые так или иначе сводятся к деньгам или к финансам. И со старшим арканом мир – это вот тот самый итог, когда хочется уже нового драйва. Или хочется реализовать какой-то свой проект, который долгое время стоял на паузе. А все-таки, видимо, нужно быть, ну, как себя подстраховывать, наверное, в этот период времени, потому что аркан справедливость, мои дорогие, у вас выпадает, чему сейчас не время. И здесь в первую очередь, с учетом еще семерки мечей, нам говорят, чтобы мы себе не навредили. Но итог какой-то, когда вы радуетесь, у вас получается. И также не забываем, что девятка пентаклей по нумерологии 9 – это преддверие перемен. Это пороговое значение. И карта нам подсказывает, да, это у тебя сейчас так.
Но пройдет немного времени, и у тебя что-то будет меняться. И собственный аркан колесницы нам тоже говорит об этом. И значит, с чем-то вы не должны просчитаться. Но, в принципе, удачная неделя. Как согласоваться какие-то важные вопросы. Или подписать важные соглашения. Может быть, наметить для себя последующий план действий. Воспользоваться каким-то удобным моментом. Но если вы все просчитали и точно знаете, как работает в отношении вас закон. Позитивная неделя в принципе, но этот позитив важно продолжить, мои дорогие. Финансы. Да, на финансы нам выпадают финансы. Сама по себе прибыль, которую вы получаете, если у вас личное дело или бизнес, или продвижение такового. Что-то у вас получается, какую-то тему, допустим, закрыть. Если были финансовые бреши, буквально, повторяюсь, то по шестерке Пентаклей есть и люди, которые к нам приходят на помощь. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, если вы планируете получение кредита, и вы на сегодняшний день просчитали, может быть, будет такое предложение, от которого вам сложно отказаться. С одной стороны, вы можете поехать и решить какие-то вопросы на местности, посмотреть, подумать, поговорить с людьми. С другой стороны, если вы берете кредит, значит, и видите, что вот на данный момент времени, к примеру, если вы хотели бы именно приобрести недвижимость, на данный период времени вы можете видеть, что я рассчитаюсь, потому что есть как будто деньги, а карта нам говорит, а ты предусмотри какую-то ситуацию, которая может быть патовая на последующий период. Вас могут чем-то, также это другая как бы ситуация может сложиться, вас кто-то может подталкивать, склонять к тому, чтобы вы приняли участие в каком-то проекте, именно деньгами. И тогда шестерка Пентаклей будет нам говорить: помни, рука дающего может стать рукой просящего. По шестерке Пентаклей хорошо эта карта работает, когда мы кумулируем, сохраняем, нежели мы куда-то тратим. Карта нам говорит: не давай деньги в долг. Или ты этот долг не скоро возвращенным увидишь, либо тебе его вообще не вернут. Поэтому с деньгами еще одна карта говорит: будь аккуратен. Или потом может быть какая-то пауза. Вот этот момент тоже учтите. В личной жизни. Карта Звезда — замечательная карта. Знаете, у кого-то могут проиграться даже отношения на расстоянии. Может быть, это даже ваша семья. Меня смотрят люди из разных стран, и ситуация у каждого своя. Но это то, что нам жить помогает. Безусловно, это какая-то как ниточка между вами и вашим желанием. Или быть с конкретным человеком. Может быть какая-то история любви, которая отчасти у вас длится какое-то время, и прежде вы не могли определиться с этим, стоит быть с этим человеком или нет, получится или нет. Готов или готова ли я, или опять же нет. Но, скорее всего, выбор вы можете делать и по личной жизни, исходя из того, что вы закрываете какие-то вопросы по документам, перед вами открываются новые возможности. И если препона в решении вопроса личной жизни были именно документы, вы здесь можете уже что-то получить. По карте Звезда нам говорят, что нет ничего невозможного. И мы еще не забываем, что это один из арканов, который нам говорит о времени на длительную дистанцию, лет 10-20. Встреча может произойти даже на этой неделе у кого-то из вас, как знакомство с человеком, который будет в вашей жизни. Ну, вот такое продолжительное время. Мы говорим это по судьбе. Нам не говорят картой сразу о том, что мы оформляем юридически наши отношения. Это может быть человек, который приходит в нашу жизнь для того, чтобы и нас чему-то научить, или нам чем-то помочь. Может быть, и вы будете чему-то помогать, но есть взаимодействие с данным человеком на протяженный период вашей жизни. Может быть, это и связь с прошлым где-то, мои дорогие, об этом нам тоже говорят. Но тогда, с учетом аркана Колесница, что-то не закончится. Может быть, вот этот итог, о котором вы сейчас раздумываете, вы должны согласовать юридически или разобраться, проговорить
на все пункты, чтобы не было недосказанности. Откровенные разговоры произвести на этой неделе с вашим человеком, или если это прежняя какая-то история со знаком минус, значит, тут тоже требуется, какая-то ясность, понимаете? Ведь всегда по семерке чаш это наши предположения, но нет никакой конкретики. И я так думаю, на этой неделе вы что-то будете конкретизировать, но у каждого из вас будет по-своему. Тут мне даже сложно, мои дорогие скорпионы, поверьте, правда, мне сложно сориентироваться, чтобы, или у меня времени не хватит, скорее вот так, перечислить все возможные ситуации. Почему? Потому что старшие арканы – это всегда обстоятельства извне. Или обстоятельства, когда вы, к примеру, зависите от решений других людей. Или от событий, которые разворачиваются не по вашему сценарию. И у вас этих старших арканов аж 4. Справедливость, колесница, мир и звезда. Все положительные, безусловно. И все же есть момент, когда мы не можем просчитаться. Деньги будут, об этом точно нам говорят карты, но с ними нужно как-то правильно распорядиться, потому что у нас семерка мечей. Пусть это касается каких-то иных финансовых вопросов, соглашений, подписаний документов, но тоже вляпаться в какую-то авантюру вы не можете. И вот такой своеобразный выбор у вас стоит. Между и личной жизнью, может быть, все в один клубок у вас на этой неделе переплелось, как и вопросы любви, как и вопросы заработков, какой-то дальнейшей стратегии по деньгам или ваших честолюбивых планов. И еще одновременно как переезд, а у кого-то может совпасть с получением наследства. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.